Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Киев позеленел от ненависти. Кабмин Украины утвердил национальный план действий по альтернативной энергетике на период до 2030 года. Сможет ли Киев, по сути, удвоить выработку зеленой энергии? И что еще интереснее, сможет ли он построить в условиях конфликта с Россией огромное количество новых линий электропередач, связывающих новые ВИА-объекты с потребителями? Александр, что вы думаете на этот счет? Итак, дорогие друзья, Кабмин Украины утвердил национальный план действий по ВИА на период до 30 года, а также план мероприятий по его реализации. Какие молодцы. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, новый план рассчитан таким образом, чтобы до 30 года довести долю зеленой генерации в валовом конечном потреблении до 27%. Для сравнения, в 2021 году, если верить европейским аналитикам, доля составляла не более 15%. Ну что ж, европейским аналитикам отчасти можно поверить, однако я поправлю европейских аналитиков в том смысле, что 15% это вместе с гидроэнергетикой. То есть, если брать 2021 год и брать возобновляемые источники, ну, не по европейским масштабам, если угодно, хотя, в принципе, по европейской статистике мы тоже можем отнести к возобновляемым источникам гидрогенерацию. Наш внимательный и дотошный зритель может сказать: в смысле можем? А куда еще гидрогенерацию относить, если не к возобновляемым источникам? Ну, очевидно, что это возобновляемый источник энергии. Вода течет, вот, пожалуйста, турбина крутится, все нормально. Но далеко не все согласны с тем, что большая гидрогенерация – это возобновляемый источник энергии, точнее, может относиться к электрогенерации из возобновляемых источников. То есть в этом плане, когда мы видим эту статистику, то здесь 15% это вместе с гидроэлектростанциями, 27% непонятно с чем, потому что основной прирост зеленой генерации в украинской энергосистеме обеспечивался ветровыми и солнечными электростанциями на протяжении последних лет 15. Собственно, развитие украинской зелени началось в 2009 году, там соответствующие законы были приняты, там появился зеленый тариф, то есть тариф, ну, как бы более высокий тариф, как бы, которым стимулировали строительство ветра и солнечных электростанций. То есть основной прирост за счет этого идет. Явно гидроэлектростанции прирастать не будут. С чего бы? Поэтому вот если мы говорим о доле, то, скорее всего, имеется в виду прирост именно солнца и ветра. А 27% это вместе с гидроэлектростанциями. То есть это не только солнце и ветер. Но тут вот еще какой момент. 27% от чего? То есть, смотрите, 15% от 100 – это одно дело. Ну, допустим, 100 гигаватт. Хорошо, ладно, не 100. Раз мы говорим про Украину, 55 гигаватт. 17% от 55 гигаватт – это одно дело. А 27% от 55 гигаватт – другое дело. Прям радикальная разница. А вот, скажем, от 36 гигаватт 27%. Это сколько? В абсолютных величинах. А от 55 гигаватт 17%. Это сколько? В абсолютных величинах. Потому как очень забавно выглядит вот это желание, с одной стороны, плакаться. У нас разрушили вообще все, у нас нету больше электрогенерации, половина всех мощностей уничтожена. Да, серьезно, я от вас такое слышал. И тут вы, 27% будет ВИА. Так вы посмотрите, вдруг у вас уже 27% ВИА. Ну, если вам верить, а у нас вот все как-то не критично относятся к этим всем заявлениям из серии «Зеленский рассказал правду». Он сказал, что там 50% мощностей уничтожено. Или там еще какой-нибудь деятель тоже сказал правду. Там вообще все уничтожено. Такое впечатление, что люди не слышали древние изречения про «война – путь обмана» и не понимают, что, как бы противоборствующая сторона может вам вешать лапшу на уши. И вам, и своей аудитории, и прибедняться для того, чтобы, там, финансирование выделили, какого-то оборудования дали. Нет, это невозможно. Нужно не критично транслировать вот ту чушь, которую вам рассказывают эти персонажи. Ну так хорошо, давайте теперь транслировать вот это.
У них было 15%, прошу прощения, не 17 там надо было, 15%, но я думаю, принцип вы поняли. 15% у них вот в 2021 году было, а 27 будет. А сейчас сколько? Сейчас сколько? Не хотите посчитать? Может, уже 27 есть? Или будем ждать 30-го года? Посмотрим, что останется. В таких вещах, дорогие друзья, главное знать абсолютные величины. Поэтому прирастет настолько от чего, будет столько от чего, будет столько процентов. От чего, от какой величины. Проекты у украинского Минэнерго невероятно амбициозные. Вот, собственно говоря, к этому приходим. Наверное. Сейчас узнаем абсолютные величины. К 30-му году доля ВИА в системах тепла и холодоснабжения должна достигать 33%. В производстве электроэнергии 29%. В транспортном секторе 17%. Потом потом Васюки переименовывают в Нью-Москву, Москву в Старые Васюки, и, значит, население Харькова, Москвы и прочих, вот стесненное жилищным кризисом, переезжают в Васюки, столица переносится в Васюки. Я правильно понял принцип, да? Особенно мне нравится транспортный сектор, где ВИА будет вот это вот. Для выполнения таких задач, уверяют в энергетическом ведомстве страны, вскоре объявят тендеры на возведение генерирующих мощностей на 700 мегаватт, а также объектов мощностью по электрогенерации от 5 до 80 мегаватт. Видимо, это разные вещи, которые должны быть готовы к концу 2027 года. Есть, правда, маленький нюанс, о котором упомянул Reuters. Это перепечатка Рейтерса. Дорогие друзья, вы когда перепечатываете Reuters, вы там обращаете внимание на какие-нибудь, да, ну, может, вы VPN включите, перейдете, посмотрите абсолютные показатели. Вдруг что-то про них сказали, кроме, 700 мегаватт, а потом объекты на 5, 80 мегаватт. Это как раз малая гидрогенерация может быть. А также солнечные электростанции, ветровые электростанции, какие-то там накрышные объекты. Вот это вот все. Значит, маленький нюанс. 20 миллиардов долларов надо. Становится понятно, для чего план затевается? Да? Это к вопросу, опять же, о том, что я сказал чуть ранее. Плачется, с одной стороны. Боже мой, все поломано. 3 холодильника, 3 портсигара, 3 кинокамеры, 3 куртки замшевые и так далее, и так далее, и так далее. Про холодильники, это, по-моему, из... Холодильник не пол-литра на троих не делится. Это вот откуда-то оттуда. Знаете, какие-то старые юморески почему-то сразу всплывают в памяти. Так вот это все нытье, оно для того, чтобы дали денег. Идите к нам, давайте денег, оборудование поставляйте. А вот у нас еще мегаплан. Да-да-да. В этом плане могут поучаствовать ваши замечательные компании. Кстати, мы слышали, что ваши компании, занимающиеся ветрогенерацией, испытывают некоторые финансовые сложности. А давайте вы нам дадите кредит на 20 миллиардов, мы часть денег заплатим вашим компаниям, и они будут у нас ветряки строить. Какой классный план. Я подозреваю, что идея именно в этом. Вы даете деньги, мы должны, но мы эти деньги отдаем вам, точнее вашим компаниям, например, Сименсу, и у нас строятся вот крупные ветропарки, которые будут обеспечивать там 17% в транспортном секторе. Интересно, что имеется в виду? Просто в транспортном секторе вы электрички будете этой электроэнергией снабжать, в смысле электрички в классическом понимании, поезд на электротяге. Вы будете электромобили заряжать. О чем речь? Было бы неплохо узнать. Но, к сожалению, авторы статьи на Reuters, которую здесь перепечатывают, решили об этом не рассказывать. И правильно, зачем оно нам надо? Главное, 20 миллиардов евро где-то надо найти, а вот это самое важное. Дайте 20 миллиардов, ребят. Если что, 20 миллиардов, в принципе, это не какая-то фантастическая величина для возведения новых электрогенерирующих мощностей. Но, с другой стороны, это и немало. Для Украины, в принципе, 20 миллиардов в текущей конфигурации Украины, важно, хватило бы, пожалуй, для того, чтобы обеспечить, по очень грубым прикидкам, для того, чтобы обеспечить Украину, текущие потребности Украины в электрической энергии заново. То есть, все снести и построить. 20 миллиардов, мне кажется, хватило бы. Если вы не согласны, напишите в комментариях, сколько, по-вашему, должен мегаватт установленной мощности стоить. А я замечу, что Украине сейчас хватит от 12 до 18 гигов, в принципе.
Ну, а учитывая, что атомные электростанции есть, и вроде как чуть-чуть, 20 миллиардов с головой просто. То есть страна должна практически удвоить мощности ВИА-генерации за каких-то 5-6 лет. Нет, не должна. Еще раз, дорогие друзья, доля. Они долю собираются увеличить. Если верны утверждения, что практически все теплоэлектростанции уничтожены, у нас ведь в СМИ это транслировали, то значит, ну, как бы практически уже все сделано. Вообще непонятно, зачем 20 миллиардов выделять. Ну, доля-то уже, ну, сколько там? Ну, гидроэлектростанции есть. Не все. Ну, в целом-то есть. Там сколько их? 4-5 гигаватт имеются. Этих самых ветряков и солнечных панелей, ну, сколько там сейчас? Гигаватт 8. Вот уже вместе так неплохо получается. Какая там доля, если убрать все теплоэлектростанции и оставить только имеющиеся атомные электростанции? Так нормально. Уже почти 50% вышло. Или мы здесь помним, здесь не помним, здесь рыбу заворачивали так, что пятно, на него не надо обращать внимание, играть в это тоже не надо. Главное, 20 миллиардов дайте, мы их освоим. Это задача, которую может выполнить разве что Китай. Я не согласен. То есть, если у вас сейчас примерно 8 гигаватт солнечных и ветроэлектростанций, и вам надо увеличить в 2 раза показатель. Ну, Евросоюз, например, в прежние годы в первой половине десятых годов по 8 гигаватт ветровых электростанций ставил. Вообще это это не очень сложно. Если вам дадут 20 миллиардов, поверьте, буквально за пару-тройку лет вы эти 8-9 гигаватт поставите. Внимание, вопрос. В гигаваттах-то это сколько? Доля – это прекрасно, это очень здорово, это очень хорошо. В гигаваттах это доля, это сколько? Когда мы говорим про долю, мы как-то, мы сами себя, наверное, немножко обманываем. Если резюмировать, самое главное здесь, в этой программе, 20 миллиардов долларов, которые хотят на нее получить. Получать эти 20 миллиардов долларов будут пытаться получить от европейских инвесторов. Точнее, взять кредиты, деньги, часть в карман, часть заплатить европейским компаниям. Еще раз, европейские компании, работающие в области ветровой энергетики, выпускающие оборудование для ветровой энергетики, находятся в сложной финансовой ситуации, несмотря на бурный рост этого сектора. Парадокс, не так ли? А вот получается так интересно. И они с удовольствием поддержат эту инициативу, безусловно. Но вот эти все размышления про доли яйца выеденного не стоят. Это просто ни о чем. Тем более, понимаете, 30-й год. Шах, падишах. В общем, там... Ой, прошу прощения. Ишак, падишах. В общем, там столько вариантов открывается к 30-му году. Тем более, вряд ли Герман Галущенко собирается быть министром энергетики до этого момента. Я думаю, он собирается собирается где-нибудь в Майами быть. Вот человек, мне так представляется, он надеется, что к этому моменту он сможет выдохнуть и уехать в Майами. Или еще в какое-нибудь теплое место. А что там будет к 30-му году после этого, вообще не важно. Про 9 гигаватт это интересно. Это интересно, потому что, напоминаю, цифры, которые мы периодически здесь упоминаем. В период энергетического кризиса в рамках энергосистемы Украины осенью 2021 года на Украине был энергетический кризис, связанный с нехваткой топлива на теплоэлектростанциях. И недоступными были периодически 7-8 гигаватт установленной мощности. То есть их просто выключали, топлива не было. Фактически украинское руководство тогда справлялось не хуже ракетных атак. Возможно, даже лучше. Потому что затраты были меньше. В этом плане киевское руководство, не руководство города Киева, а руководство, засевшее в Киеве, которое отвечает за подконтрольную территорию, это люди, которые влияют на энергетику Украины примерно так же, как ракетные атаки. Я бы на месте граждан Украины присмотрелся бы к этому факту и подумал, зачем такие замечательные персонажи нам нужны. В смысле, вам нужны. Подумайте как-нибудь на досуге. А то Кабмин ваш пишет, 9 гигаватт выведено в ходе ударов. А в свое время 7-8 гигаватт выводились, потому что топливо не могли подвести. Потому что большие молодцы, отлично все запланировали. На этом, дорогие друзья, на сегодня я предлагаю закончить. Всего хорошего.
Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, в условиях замедления YouTube, последующего блокировки, подписывайтесь от греха подальше на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово нас поддержать в период импортозамещения. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.